Я не придумал вступление. Да и в принципе не важно. Сегодня мы поговорим о альфа-бета. Так, прошу прощения, я просто не мог так не пошутить. Ведь это буквально происхождение слова алфавит. Оно произошло от названия первых двух греческих букв – альфа и бета. Если вы думаете, почему в русском языке это алфавит, а не алфабет, как в английском, то я думаю, это потому, что вторая греческая буква это и бета, и вита одновременно. Честно, без понятия, как это именно происходит, но то ли в каких-то случаях буква звучит по-другому, или вообще фиг знает, лучше просто не буду никого путать. Лучше просто начнем. Как я уже говорил, сегодня мы поговорим о моем греческом алфавите. Но есть одно но. Поскольку мне лень придумывать новую структуру видео, я украду ее у самого себя. Поэтому сейчас суть задумки. Суть задумки – это то, что это греческий алфавит, который живой. Ну, в общем, вся суть этого алфавита – это то, что каждая буква тут живая, то есть отдельный персонаж. Как мне пришла в голову эта идея, ведь не каждому сумасшедшему такое в голову придет. А все просто. Есть такое шоу Иномате, о нем я, кстати, уже рассказывал, ссылка на ролик по подсказке. И там ведущий и соведущий – это две русские буквы. Но автор Иномате, как и я, видимо, расширяет каждую фигню до размеров газового гиганта. И сделал полный русский алфавит, где каждая буква – это отдельный персонаж. Мне понравилась эта идея, и я сложил ее с тем, что я по какой-то причине люблю греческий алфавит. И я сделал то, что должен был. Греческий алфавит. И, видимо, не только я до этого додумался, ведь нашел это. Да, кто-то тоже это сделал. Но в данном случае причина создания подобной дичи в другом. На Западе завершилась анимация Alphabet Lore, и там персонажи это английские буквы. И, конечно, какой-то гений сделал Alphabet Lore, но греческий. Ну и ладно. Кстати, сделано то видео очень даже неплохо, ссылка в описании. А дальше у нас капибара. Что там по персонажам? У них есть свои имена, которые были образованы от названий греческих букв. Их имена это Альфон, Бетон, Дельт, Эпсилон, Зет, Этон, Фит, Йод, Кап, Лямбд, Мют, Нинг, Сип, Омикрон, Педет, Ротан, Сигм, Таф, Ипсилон, Фим, Хитон, Пситомеган. О, боже. А вместе они грамматы. Нет, не грамоты. И нет, не от слова грамотность, а от слова... Грамота. И да, оно звучит как грамота. Бля! Кстати, когда я называл этих персонажей персонажами, я не преувеличивал. У каждого персонажа есть свои особенности или черта. Да, это не совсем характера, но и вы меня поймите. Тут как бы 24 персонажа. Хотя на самом деле 23, но об этом позже. И вот все персонажи. Альфон – руководитель, потому что первая буква управляет почти всеми грамматами. Бетон особо ни с кем не общается, но при этом каким-то образом дружит со всеми. Дельт – место детектив, который большую часть времени расследует лишь одно дело. Эпсилон – ему лично пофиг. Зет – он всегда на фоне. Нет, серьезно, кто-то вообще о нем что-то знает? Этот любит различного рода оружие. Иногда ведет себя не совсем адекватно. Фит боится любой мелочи. Йод. Боже. Можно я не буду это комментировать? Кап экстраверт, который пытается в любой ситуации с кем-то общаться. Лямбд часто задает много вопросов, а поэтому много чего знает. Мют любит космос, в особенности звезды. Нин часто шутит, спокойный. Ксип вечно уставший, грубо говоря, просто задолбанной жизнью, занимается всей бумажной работой. Хотя многие считают, что он бесполезный, он один из самых полезных грамматов в принципе, ведь кто кроме него будет заниматься бумажной работой? Омикрон не любит общаться вообще с кем угодно. Пинет любит готовить, владелец местного кафе. Ротан, важно, не Ролтон, вечно всех подозревает. Вероятно, параноик. Но точно не ясно, ведь от него получали больше звездюлей, чем информации. Сигам место ученый, который чаще всего просто ничего не делает. Там вечно на нервах. Всегда. Ипсилон очень спокойный. Фим почти никогда не спит, поэтому выглядит, будто сейчас умрет. Хитон писатель, который обычно находится в себе. Псит очень раздражителен, а Меган спокойный интроверт.
Наверное, некоторые из вас уже заметили, что тут 23 граммата, хотя букв в греческом алфавите 24. Наверное, я тупо в Википедии и картинках посмотрел. И вы правы. Тут нет третьей буквы, гамма. Где он? Именно это одно дело расследует Дельт. Но дизайн гаммы есть, и он даже был в составе грамматов раньше. Вот он. Да, это обычная зеленая буква Г, то есть гамма. Да, это просто гамм, ничего загадочного. На самом деле, в первой версии грамматов, где были некоторые другие дизайны и названия грамматы не было, был гамм. Но потом я его удалил. Причина проста. Изначально существовал персонаж Григога. Он есть и сейчас, но тогда это была как буква Г. И я подумал, забавно, что буква Г и буква гамма идентичны. И я решил, что будет забавно, если Григога будет на самом деле не буквой Г, а буквой гамма. Но потом Григога как буква исчез, а отсутствие гамма осталось. И теперь отсутствие гамма — это его особенность. В прошлом моем ролике, полноценном, который длился больше 10 минут, а не меньше 1 минуты, был сегмент с тайнами. Изначально тут он тоже должен был быть. Но я понял, что единственная тайна у грамматов — это гамм, а о нем я уже рассказал. Поэтому я решил, что этот сегмент будет посвящен различного рода фишкам, которые есть в грамматах. Давайте начнем в алфавитном порядке, как бы это ни звучало странно. Так что первый у нас на очереди — это фит. Фит — это внезапно буква фита, но основной его прикол не в этом. У него зрачок как у козы, то есть горизонтальная линия. И нет, это не отсылка на лучшую букву русского алфавита. Дело все в том, что изначально у фита был нормальный зрачок, но потом я понял, что фит и омикрон фактически одинаковые. Серьезно, у них даже цвет почти одинаковый. Конечно, в оригинальном алфавите такого нет. Там у фита есть горизонтальная палка в кружке, и я подумал, что поскольку этот самый кружок у фита — это глаз, то его зрачок будет как у козы. Далее у нас йод. И... Далее лямбда. Он оранжевый. И не просто так. Игра есть такая, Half-Life. И я ее фанат. И там часто появляется символ лямбда. Оранжевый символ лямбда. Ну, я, конечно, не смог упустить эту возможность и сделал букву лямбда оранжевой. Ксип. Можно сказать, офисный работник. И у него нет ног. Да и вообще у него 3 несоединенные части тела. Да и вообще он летает. Опять же, это связано с написанием оригинальной буквы. Вот эта буква. И я понял, что если у Ксипа не будет ног, он будет летать. Это будет идеально подходить по дизайну. И ну, я это и сделал. Последний граммат, у которого есть какая-либо особенность, это псит. У него 3 глаза. Изначально так не должно было быть. У него должно было быть 2 глаза, как и у... не у всех, но, по крайней мере, у большинства грамматов. Но я понял, что это выглядит плохо. И потом, как всегда, в мою голову пришла очередная странная идея. И в угоду красивому дизайну теперь у него 3 глаза. Зачем? Зачем я вообще сделал грамматов? Ну, как я уже говорил, мне нравится греческий алфавит по какой-то причине, и мне нравится НМТ. А еще я часто делаю большинство идей, что мне приходит в голову. Ведь будет очень обидно, если кто-то сделает что-то похожее или вообще то же самое после того, как я это придумал. Но об этом просто никто не знал. По иронии, так и случилось. Как я уже говорил, месяц назад вышел ролик, а этот ролик вышел только сейчас. Хотя я же придумал и рассказал парочке людей о греческом алфавите до выхода того ролика, так что... Стоп. Я только заметил, что многие цвета греческих букв в том ролике и моих грамматов одинаковые. Нет, серьезно, я даже проверил. Альфон красный, гамм зеленый, хоть и немного не того оттенка, дельт бледно-желтый, дзет такого серого цвета, кап желтый, нин, не знаю, бежевый, омикрон голубо-синий, наверное, тав серый. Конечно, очевидно, что это не плагиат, ведь тот ролик вышел месяц назад, а мой ролик вышел только сейчас, но просто забавное совпадение. Кстати,
У моего греческого алфавита есть и полезная функция. Благодаря нему я выучил название всех греческих букв, и даже по порядку. Правда, пока я это делал, я чуть себе мизинец на ноге не сломал, но это другая история. Хотя, кроме этого, греческий алфавит — это бесполезный кусок говна.